Привет, красотки! Добро пожаловать в новый влог, который полностью из Москвы. У нас сегодня вторник, и на улице минус 14 градусов. Минус 14. Но мы, кстати говоря, сегодня гуляли утром, и дышалось намного легче. И вот это минус 14 перенеслось нам намного лучше, чем там минус 6, например. Мы немного обустроились, уже стало намного лучше дома, и теперь можно заняться нормализацией обычной жизни, режима и всего остального. Сегодня ко мне приезжает моя подружка, с которой мы не виделись чуть меньше 3 лет. Что случилось такое? Иди ко мне сегодня. Иди сюда. Что такое? Мама. Ой, что? Что он ударился, да? Щечка ударился, мой котеночек. Так вот, моя подруга приедет, которая провожала нас, когда мы уезжали в Аргентину. Прям вот. В общем, пришла нас проводить, когда мы уже все уезжали. Вот, она приедет к нам на ночь, на несколько дней за своим сыночком. У нее сыночек Тимошкин ровесник. Тимоша вот сидит тут, учит математику. Вот, так что я прям, короче, рада. Завали здесь Тимошке такой рабочий стол. Это, кстати, у нас гостевая комната. Вот, еще не купили стул, но в целом компьютер. Сейчас он делает уроки. Тим у нас учится на домашнем образовании. Не знаю, как оно, семейное называется, по-моему. Кто приехал? Кто выходит из такси? Привет! Ура, как я счастлива, как я счастлива. Я даже не верю. Привет, Миромир, как дела? Ух ты, это у тебя собачка? Ехала огромная закупка продуктов. Сейчас это все раскладываю, чтобы снять для телеграмма. В общем, все сейчас сниму, все красиво вам покажу и в телеграм тоже отправлю. Рубрика «Что купила?» Это часть первая, остальная не влезает. Я взяла индейки, вот такие стейки, мне очень нравятся. Естественно, фунчоза, сыр 400 грамм, йогурты, очень много разных йогуртов. Это Тимми и Дани. Дани безлактозные, вот они. И обычные Тимми. Вот такой сливочный сыр. Потом пачки творога, греческий йогурт. Мы очень любим делать соусы всякие. Это для вока соевый соус, устричное и кунжутное масло. Естественно, макароны 2 пачки, 12 пачек молока мне для кофе, 60 яиц, мука, лаваш, булочки для бургеров и лепешки. Естественно, гречка. Распаковка продуктов, часть 2. Здесь у меня семена, горох на суп, огурчики, сырный соус, индейка, филе тунца, фарш, курица, мука, овощи. Здесь форель и горбуша, мидии, 2 упаковки креветок. Третья часть. Начнем с овощей. Картошка, бананы, так себе, тыква, морковка, огурцы, помидоры, капуста и химия для окон, зубная паста, перчатки, тряпочки, кухонные полотенца и подгузники. О! Даже нет, даже не думай. Давай. Ура! Ой, Тимон, аккуратно, ладно? Так, аккуратнее. Не стукайся. Сейчас это уже весело. Какой у нас закат, смотрите. Вид, конечно, так себе на эти дома, которые строят. Вот так можно. Красиво. И доброе утро, красотки. У нас сейчас 7 утра. Да, я сегодня очень рано проснулся. У нас 7 утра, у нас сегодня офигенный день. Суббота, кстати говоря, выходной. Я на этой неделе вообще практически не снимала влог, потому что как-то было вообще не до него. Я вообще, если честно, не вспоминала даже про него. Как-то еще не выработалась на новом месте именно конкретно эта привычка.
Поэтому снимаю в субботу, а завтра это уже все выйдет. Я остановилась на том, что ко мне приехала подружка, по-моему, во вторник. И вот мы офигенно провели время. В среду она уехала. Потом в среду, мне кажется, что я себя не очень хорошо чувствовала. А в четверг, пятницу я, получается, работала. И... Ну, и сегодня суббота. В общем, такие дела. Проснулись мы с Данилькой. Вон он где-то. Вот, Данюшечка. Сейчас пойдем тоже будить наших старших мужчин. Позавтракаем, попьем кофе и поедем на собачью вечеринку. У Шелби, нашей собаки, она порода ирландский терьер. Таких пород не очень много в России. В Аргентине вообще нету, мы не встретили никого. Они не популярные и никогда не были популярными, поэтому их в целом не так много. И у нас есть друзья, знакомые, у которых такие же собаки, такой же породы. Мы когда-то очень давно познакомились, когда только завели Шелби. И вот решили встретиться все вместе, погулять с собаками. Там, я не знаю, будет, может быть, 3-4 собаки, не знаю, в итоге кто дойдет. Вот. Так что мы поедем сегодня, и Шелби будет видеться со своими старыми друзьями. А мы просто погуляем, а Тима очень ждет, потому что ему это очень нравилось. Он помнит, как он в прошлом ходил, гулял с собаками. Вот, так что, короче, сегодня вот такой у нас день. Черный хлебушек. Я, кстати, так и не ела еще ни разу черный хлеб, как приехали в Россию. А потом я сегодня покажу вам дом. Давайте наш дом покажу, в котором мы живем. Мы его уже немножко подустроили, но, конечно же, еще не до конца, еще бардак, еще много чего не доделано. Вот, но в целом уже могу рассказать, показать вообще наш дом и нашу планировку. Ну и, кстати, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, он будет в описании к этому видео, ну и где-то тут будут возникать ссылки и QR-коды, может быть, не сейчас, может быть, потом. Там я бываю каждый день, пишу посты каждый день, так что да, много всего полезного, и лайфа, и каких-то полезняшек. Например, вчера я рассказывала, как я зарабатываю, написывая отзывы. Сегодня я хочу поделиться постом, что мне помогло справиться с апатией в декрете. Так что вот, там внизу где-то есть ссылочка. Мы приехали на утренник, собачий утренник. Мы поняли сегодня, Саша, что это не вечериночка, а что это утренник, потому что утром происходит. Гуляем, в общем, здесь с ирландским терьером. Ух ты! Футбол льдинкой! Лединобол. Оба! Ладно, уже угулялись, прям яркий, да? Прям яркий-яркий. Такая красота, когда яркий цвет. Все, нагуляли такой цвет. Тебе тоже. Сегодня прям какая-то прекрасная погода вообще. Вроде -8 было утром, когда мы выезжали, вроде как было холодно. Вот, но сейчас прям такое солнышко светит. Вот сейчас все ушли, мы погуляли. Все ушли, а мы остались. Сейчас пойдем, может, по парку погуляем, потому что все-таки мы ехали сюда час с нашей деревни. Вот, не хочется быстро так уезжать. Погуляем, поедем домой. Здесь прям в городе вообще снега нет практически. Не то чтобы у нас там. У нас очень много снега около дома, а здесь вон сугробов нет практически. Выходи, Данюшечка. Все, пойдем по парку погуляем чуть-чуть. Большая, да. Пришли здесь в парке на площадочку. Конечно же, Тима с Даней заняли свои любимые качели. Кушаю, да. Смотри, как много. Мы уже дома. Я что-то так устала. Не знаю, то ли намерзлась, хотя вроде как сегодня не холодно было. Но что-то плохо себя чувствую. Что-то, ну, тоже какая-то грязная стала. В общем, плохо себя чувствую. Как-то тело все ломит. Вот, не знаю, то ли из-за погоды, то ли просто из-за того, что я сегодня мало спала. Мы вчера с Аней поздно легли спать. А сегодня рано проснулись. Даниэль проснулся. Видите, какая-то вообще пухшая вся сегодня. Даниэль проснулся сегодня в 6:30.
На улице еще темно было. Так, ладно, давайте. Мне не нравится, как я выгляжу, какая-то прям совсем, в общем, потасканная. Короче, сейчас покажу вам нашу квартиру. Итак, я начала со 2-го этажа. Сейчас на лестничку. Вот такой вот у нас тут такая комната. Получается, вот здесь вот есть окошко. Вот он вид. Да, это у нас такой же дом, как и вот этот. Как и, собственно, вот этот. Вот, окошко. Сюда мы поставили комод. И еще чемоданы я не убрала их. Чуть-чуть попозже я разберу. Там надо их помыть. Это те наши блудные чемоданы. Здесь я, по-моему, не рассказывала про это, что у нас потерялись чемоданы. Вот их привезли на этой неделе. Но я рассказывала об этом в Телеграме. Так что переходите, слушайте эту историю. В общем, здесь надо все убрать, тоже все разложить, потому что здесь у меня техника стоит, фототехника. Я хочу ее здесь хранить. Вот, но хочу, в общем, все здесь... Что-то не закрывается. Но хочу что-то здесь все, ну, короче, как-то организовать. Вот, может быть, сюда, не знаю, что-нибудь повесим. Не знаю. Потом мы переходим в такой квадрат, где у нас, собственно говоря, и есть все комнаты. Я сразу заранее извиняюсь за весь бардак, который у меня тут есть. Вот, но показываю, как есть, такую жизнь, какая у нас есть. Здесь душевая кабина. Здесь мы чаще всего и моемся. Туалет. Тут висит халат. Саня подарила халат в баню нам ходить. Вот. И тут получается, ну, так достаточно все скромненько. Зеркальце, раковина и вот такие вот полочки. Мне тоже очень нравится. Такие вот прям сюда вот поставить косметику. Вот такая маленькая полочка. Следующая комната — это наша комната. Пока у нас здесь только кровать. Вот она. Занавесочки. Здесь вот опять же вид такой же, как и около лестницы. И шкаф. Не буду его открывать, показывать своих скелетов. Вот, ну тут вот такой вот шкафчик, в общем, с зеркальцем. Да, комнатка, конечно, пустоватая. Вот, ну, может быть, мы прикупим тумбочки. А может и нет, даже не знаю, если честно. Поглядим. Следующая комната — это наш кабинет, точнее, не наш, а Сашин кабинет. Вот здесь пока полный разгром. Кровать мы вот эту соберем и уберем в гардеробную, когда мы уберемся в гардеробной. Вот стол уже купили. Сюда надо поставить будет стул. Ну и в целом как бы все готово, да. Тут вот Шелбина переноска еще стоит. Бардак. Это мини-гардеробная. Получается, такая вот она. Тут у нас валяются коробки, но половина коробок уже, вот, например, посудомойки от аэрфрайера можно уже выкинуть, потому что у них уже прошел тот срок, когда что-то вдруг сломается. Вот, у нас тут стоит сушка, мы сюда поставим кровать. Вот, и здесь еще у нас вот тут за коробками стоят чемоданы. Так, детская комната у нас. Даня на кровать. Тимошки на кровать. Вот у ребят здесь тоже стоит комод. Алиса, естественно, играет. Вот тут-то всякие Данины вещи. Тут Тимошкина не буду открывать. Тимошина Лего, пластилин его. Всякие штучки. И вот вид у нас немножко здесь другой. Это на другую сторону. Вот тут наша машина. Вот и окна, конечно, тоже после ремонта. Дом только после ремонта. Его первый раз сдали, что надо его будет помыть. Вот. И кроватка. Вот тут Данина такая кроватка. И Тимошкина. Вот смотрите, кто у Тимошки есть. Это бабушка с дедушкой подарили. Капибарочку. Это что касается 2-го этажа. Да, конечно, дом достаточно пустой. Вот. Но зато здесь много света, много пространства. И мне в целом здесь все нравится. Конечно, не совсем удобно, что нет тумбочек. Но я не знаю, будем ли мы их покупать, эти тумбочки, или не будем. Я не знаю, сколько мы будем находиться здесь, в России. Стоит ли инвестировать деньги в тумбочки. Пока моя самая главная задача — это сейчас оформить материнский капитал и подать документы на ипотеку. Опять же, кто читает мой телеграм-канал, сегодня я рассказала, что мы забронировали квартиру. В общем, тоже очень долго мы думали. Цель моя была такая, что я хочу материнский капитал, который у меня есть, а это 912 тысяч рублей на данный год. Это получается $9 тысяч, куда-то инвестировать.
И мне хотелось инвестировать таким образом, чтобы это было максимально незаметно для меня, да, то есть что-то самое минимальное, которое вот я хочу купить, без каких-то огромных и дополнительных денег для первоначального взноса, чтобы это был там материнский капитал и плюс там до 300 тысяч рублей дополнительный взнос, и там платежи по ипотеке мне бы хотелось, чтобы были там до 40 тысяч рублей. Мне это было бы вполне комфортно. Вот, в Москве таких вариантов, ну, были, но они мне не нравились. Вот, и тетя Саша предложил посмотреть в Сочи, в Краснодарском крае. Я начала смотреть. В Сочах либо далеко находится от моря и от всех развлечений, от набережной, ну, то есть прям очень далеко. То есть там чуть ли не 30 минут на машине, вот мне показывали варианты. Я нашла, в общем, ЖК, который сейчас строится под Краснодаром, 140 километров от Краснодара, около там Туапсе. Но смысл в том, что там рядом есть остановка вот этого поезда скоростного, который будет идти до Сочи, там чуть ли не за 50 минут. Вот, и у них есть свой пляж, то есть там огромный ЖК, у них там свой бассейн, на улице, внутри, спа-комплекс, аквапарк. Плюс у них есть управляющая компания, которая помогает в посуточной аренде, то есть которой я могу делегировать все эти принятия гостей и все такое прочее. Она мне будет просто раз в месяц пересылать деньги за аренду минус там расходы. Там примерно расходы такой компании, управляющей, примерно там 20-25% они в среднем берут от месячной стоимости. Да? Потом мне приходит оплата, и я уже с нее уплачиваю налоги. Вот, в общем, нашла такую квартиру, мне очень понравилась. Она находится 900 метров пешком от моря, до моря, точнее, опять же, собственный пляж есть для жителей ЖК. Не знаю, там, насколько он большой, насколько в нем вообще будет комфортно в сезон жить. Вот, но мне кажется, что это намного перспективнее, чем там Москва и уж тем более Подмосковье. И в целом по деньгам все отлично я прохожу. Вот мы сейчас выбираем между... Мы забронировали одну квартиру, которая стоила очень недорого. Сейчас таких рыночных цен нет, она отказная. То есть там ребята не одобрили ипотеку, им пришлось отказаться от этой квартиры. То есть там прям совсем дешевая. Я думаю, что я напишу цены в своем телеграм-канале. Потом, когда мы определимся с квартирой, подадим заявление на ипотеку, я напишу все прозрачное и белое, что там у меня получается, за сколько купила, какой ежемесячный платеж, все такое прочее. Вот. И через год квартира построится. И получается, что следующий сезон мы сможем ее уже сдавать. Да, и получать с нее доход. То есть там 1,5 года от сегодняшней даты, там чуть-чуть поменьше, там, допустим, год от сегодняшней даты, плюс ремонт, там она сдается в отделке White Box, это когда предчистовая, то есть вот там можно еще добавить, по-моему, 500 тысяч рублей и взять уже с отделкой, но мы с Сашей подумали, что мы так не будем делать, как раз за этот год я смогу накопить эти 500 тысяч рублей для того, чтобы сделать там ремонт, и мы уже сделаем ремонт, исходя из нашего пожелания для наших будущих гостей, и будем сдавать свою квартирку, да, любимый? Да? Вот. В общем, моя жизнь в России мне просто безумно нравится, я безумно счастлива, если честно. Каждый день я прям реально чувствую счастье. Вот, очень быстро, правда, все вот так вот проносится, просто вот сменяются. Мы приехали 2 недели назад только, а я уже выбрала себе квартиру для ипотеки, да, то есть, понимаете, скорость моей жизни. Некоторые люди, наверное, только через 2 недели первый раз там на улицу выходят, такие, что, где я вообще, что. Вот, а мы уже обставили весь дом, встретились практически со всеми нашими друзьями, 355 раз ездили к родителям, к одним и к другим, прописались, сделали прописку, потому что без прописки невозможно здесь жить, это нельзя. Что мы еще сделали? Купили машину, и вот, получается, сейчас занимаемся материнским капиталом. Параллельно работаем, параллельно воспитываем детей. Вот такая вот у нас жизнь.
Вот, а мне что-то прям как-то совсем хреново так, температура поднимается. Вот, но это просто, скорее всего, от усталости. У меня бывает такое, когда очень много событий происходит, я очень сильно устаю эмоционально и физически, плюс еще не очень хорошо сплю, мало точнее сплю, потому что поздно ложусь спать, это уже моя ответственность. И у меня иногда организм так вот немножко намекает мне, что Ксюша, пора сбавить, надо чуть-чуть помедленнее. Вот я надеюсь, что следующая неделя будет чуть-чуть помедленнее. Чуть-чуть. Но не уверена, что это так будет. Это же моя жизнь, она не может быть помедленней. Итак, я спускаюсь на первый этаж. Вот такая лестница, кстати. Вот она идет. Сейчас покажу ее с другой стороны. Вот, у нас здесь игровая. Ну, тоже не организована. Вот так вот выглядит у нас игровая. Вот тут просто коробки, игрушки валяются пока с лего. Вид вот такой. Вот, тут еще не все убрано. Вот, тут у нас, значит, игровая. Далее здесь коридор. Мы переставили шкаф из гостевой. Вот. Ну, тут тоже все не организовано в шкафу. Все валяется. Сейчас включу свет. Не тот включила. Вот. Вот, в общем, все здесь, видите, еще бардак. Вот здесь тоже инструменты лежат, еще не все собрали. Вот, вещи висят. Так, тут у нас туалет, получается. Вот он, стоит стиральная машинка, ванная с игрушками, ну и тоже стоит зеркальце. И тут вот уже не ящички, а вот такие вот полочки. Вот, полотенце тут, полотенцесушитель. Вот здесь у нас купаются дети. Тут можно купить шторку, но мы шторку не стали покупать пока что. Тут у нас купаются дети, а мы наверху принимаем душ. Гостевая комната. И Шелби разлеглась на постельном белье. А тут у нас стоит стол, который мы поставили для Тимофея, где он занимается. У нас Тимофей учится на семейном, там, не знаю, домашнем, как там, обучении сейчас он учится из дома. Поэтому еще тоже стул потом нормально купим. Вот такой маленький стол. Мы решили его поставить здесь в гостевой, потому что гости не так часто к нам приезжают. Да даже если приезжают к нам родители, ничего страшного, если Тима здесь позанимается. Тиме нужно было отдельное такое пространство, которое еще на первом этаже, чтобы, если что, он что-то не понимает, он мог спросить у нас. Вот вид у нас вот такой. Ну и здесь просто тоже стоит кровать. Дальше здесь у нас зона кухни. Что здесь рассказать-то? Не знаю, кроксы вон лежат на кухне у нас. Вот зона кухни, у нас нет духовки, у нас есть плита, чайник, аирфрайер, кофемашина. И сюда мы еще установили вот такую маленькую портативную посудомойку. Вот тут почему-то в большом доме не предусмотренные посудомойки. Мы вот сами купили такой, вместо плиты поставили. Ну, естественно, холодильник и стол. Тут у нас полудохлое растение, телевизор, полка под телевизор и диванчик, где Саня играет в PlayStation. Вот такая, в общем, красота. После нашей мизерной квартиры в Аргентине, у нас квартира была, около 55, наверное, квадратных метров, тоже двухэтажная. Кто смотрел мои прошлые влоги, но она прям была мизерная. И, если честно, я не знаю, как мы там год прожили. Это очень тяжело было, особенно когда практически вся семья дома. Я работаю из дома, Саша работает из дома. Даня тоже дома, то есть мы ни няню, никого не могли нанять, чтобы они спокойно посидели с детьми. В общем, сейчас я здесь, правда, кайфую. Мне нравится тут идеальное количество квадратных метров. Тут, по-моему, 125 квадратных метров, то есть на 2 этажа. Вот это идеальное вот. И расположение комнат, и само расположение дома мне очень нравится. Я сначала немножко расстроилась, что лестница не в кухне-гостиной, потому что я подумала, что Даниэль может залезать, это будет небезопасно. Но в целом мы целый год жили уже с лестницей, и Даня
знает, что без нас ему нельзя слезать на лестницу. Вот. А когда мы сюда переехали, я поняла, что когда лестница в другой комнате, это офигенно удобно, потому что ничего не слышно. То есть я укладываю, например, Даниэля, у нас были гости в гостиной, все там сидели, болтали, работала музыка. На втором этаже вообще ничего не слышно. Да, если бы лестница была кухня-гостиной, да, то есть представьте, вот такой вот проем, и все звуки поднимаются наверх, и вот здесь уже детская. Вот, все было бы слышно. А сейчас тем, что у нас Даниэль такой, ну, в общем, он не очень хорошо спит, когда шумно. Все, в общем, идеально. Мне прям очень нравится наш дом. Вот эта квадратура. И на 2 этажах это тоже очень комфортно нам живется. Все, короче, вообще зашибись. Обожаю. Что ты кушаешь? Яблочко? Да. О, ку-ку! А какие хлебушки мы приготовили?